Мама, ты сейчас пойдешь на кухню. Зачем? Печенье хочу. Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Сегодня покажу, что я чаще всего готовлю из творога. И начну с печенья. Этот рецепт, как мне кажется, знают все. Вот уж точно проверенный поколениями. Это первое печенье, которое я приготовила еще девочкой. И не помню, чтобы оно когда-нибудь не получилось. Набор продуктов минимальный, а результат всегда потрясающий. Если вдруг никогда не пробовали или просто забыли об этом рецепте, очень рекомендую сейчас пойти на кухню вместе со мной. Приготовлю тесто. 250 граммов творога соединяю со 100 граммами размягченного сливочного масла. Творог для этого рецепта любой подойдет. Использую даже тот, который был заморожен. Вкус печенья это точно не испортит. Добавляю к творожной массе просеянную муку и 10 грамм разрыхлителя. Муки обычно уходит 230-250 граммов. Зависит от влажности творога. Лучше муку подсыпать постепенно. Замешиваю мягкое тесто. Оно не должно сильно липнуть к рукам. Если липнет, добавляю еще чуть-чуть муки. Перекладываю тесто в пакет. Где пакет? Вот, держи. Спасибо. Убираю тесто в холодильник минимум на 40 минут. Скоро к нему вернемся. А пока есть время, покажу рецепт очень вкусной запеканки из творога и куриного филе. Рецепт очень простой и при этом невероятно вкусный. Можно приготовить даже на праздничный стол. Никто из гостей не откажется. Это уже проверено. Вначале на небольшом количестве растительного масла обжариваю отдельно лук и морковь. Долго не жарю, нужно, чтобы овощи стали мягкими, этого достаточно. 500 грамм куриного филе измельчаю в мясорубке, солю и добавляю чайную ложечку паприки, немного красного острова и черного перца. Сюда же отправляю обжаренный лук и перемешиваю. Конечно, специи можно добавить по своему вкусу. В другой миске соединяю 200 граммов творога, 2 яйца и 200 мл молока. Хорошо венчиком все перемешиваю и постепенно добавляю 100 грамм просеянной муки. Солю по вкусу. Отливаю в отдельную емкость примерно 1/3 часть теста, а то, что осталось, соединяю с подготовленным фаршем. Сюда же добавляю мелко нарезанный свежий укроп, хотя подойдет и замороженный. Все хорошо перемешиваю и выкладываю в смазанную маслом форму половину мясного фарша с тестом. Дальше обжаренная морковь. Распределяю лопаточкой. Теперь оставшийся мясной фарш. К тесту, которое я отливала в отдельную емкость, добавляю мелко натертую морковь и 40-50 граммов твердого сыра. Хорошо перемешиваю и выкладываю в форму верхним слоем. И можно ставить в духовку. Выпекать сегодня буду в духовке Dual Cook Flex от Samsung. В ней можно готовить разные блюда при разных режимах и температурах одновременно. В нижней камере устанавливаю сетку и включаю духовку. Выбираю режим конвекция и устанавливаю температуру в нижней камере 190 градусов. Время 50 минут. Но буду смотреть по готовности, иногда достаточно и 40 минут. Ставлю форму с запеканкой в духовку и вернусь к печенью. Достаю тесто из холодильника, отрезаю и раскатываю в пласт толщиной 3-5 мм. Вырезаю кружочки, можно даже обычным стаканом. Теперь беру лепешечку, окунаю одной стороной в сахар, сворачиваю пополам, чтобы сахар оказался внутри. Снова одной стороной в сахар, сворачиваю. Опять в сахар. И выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Вниз той стороной, которая без сахара. Дальше точно так же. В сахар, сворачиваю, сахар, сворачиваю, в сахар и на противень. Раскатываю следующий кусочек теста и вырезаю кружочки. В сахар добавляю корицу.
И точно так же формирую печенье. Теперь включаю верхнюю камеру в духовке. Режим такой же, но температура мне здесь нужна 180 градусов. Выпекаю такое печенье обычно 15 минут. Открываю верхнюю половину дверцы духовки и ставлю противень с печеньем. Запеканочка уже слегка подрумянилась и уже очень вкусно пахнет. А в самой духовке, кстати, запахи не смешиваются, поэтому можно готовить два совершенно разных блюда. Прошло 15 минут. Достаю печенье. Красота! А запеканку оставляю еще минут на 5. И пока накрою на стол. Все готово. Украшаю запеканку зеленью и подаю. Запеканочка получается очень сочная, безумно ароматная и нежная. Мне очень нравится, пока горячая. Но и в холодном виде это тоже очень вкусно. А печенье это что-то. Смотрите сами. Я очень рекомендую. Следующий рецепт, который я тоже очень часто готовлю, это ленивые вареники с творогом. Просто и вкусно. Выкладываю в миску 500 граммов творога. Добавляю 2 яйца и чайную ложечку соли. Разминаю все вилкой и перемешиваю. Постепенно добавляю просеянную муку. Обычно уходит 260-280 грамм, зависит от влажности творога. Я обычно готовлю такие вареники солеными, но для любителей сладенького в тесто можно добавить сахар и ванилин, а количество соли уменьшить. Замешиваю тесто. Если слишком липнет к рукам, добавляю муку. Раскатываю из теста вот такой жгутик и нарезаю. Опускаю вареники в кипящую подсоленную воду и с момента закипания варю 8 минут. Готовые вареники перемешиваю со сливочным маслом и подаю со сметаной. А сейчас, можно сказать, эксперимент. Готовлю в первый раз. Рецепт мне прислал Сергей Шипко и написал, что ни один праздник у них без такой закуски не проходит. Нужно смешать некислый творог и слабосоленую селедку 1 к 2. Я взяла 200 граммов творога и 100 грамм уже очищенной мелко нарезанной селедки. Сюда же измельченный укроп и немного сметаны. Перемешиваем и можно пробовать. Я, если честно, даже не представляю, что может получиться, поэтому меня и заинтересовал этот рецепт. Подавать можно вот так, в виде салата, но мне больше понравился вариант подачи в тарталетках. Попробуешь? Конечно. А ты знаешь, ничего. Давай еще. Неожиданно. Очень неожиданно. Это вкусно. Сергей, спасибо. На Пасху приготовлю. Думаю, многим понравится. Ну и еще один рецепт на сегодня. Пирог с творожной начинкой. Это уж точно нравится всем. Не часто готовлю, конечно. Уж очень он калорийный. Но когда готовлю, у моих мальчиков просто праздник. Они от любых тортов готовы отказаться в пользу этого пирога. Он записан у меня как пирог для любимых. А готовить его совсем не сложно. Вначале тесто. В миску высыпаю 350 граммов просеянной муки, добавляю 200 граммов сливочного масла и 10 грамм разрыхлителя. Масло из холодильника. Можно порубить ножом или руками перетереть. Теперь добавляю яйцо, 150 граммов сахара и какао-порошок 30 грамм. Все соединяю руками. Собираю тесто в комок.
Теперь 2/3 части теста выкладываю на дно разъемной формы и делаю бортики. Вот так. Моя форма 22 сантиметра. Придавливаю тесто стаканом с гладким дном, чтобы пирог получился ровненький. Теперь начинка. В чашу блендера выкладываю все ингредиенты. 4 яйца, 540 грамм творога, 180 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, пакетик ванилина и 30-40 грамм ванильного пудинга. Все это хорошо взбиваю. Если у вас нет такого блендера, можно использовать погружной или обычный измельчитель. Но начинку нужно очень хорошо смешать. Она должна стать вот такой однородной. Выливаю форму с тестом. Забыла сказать, пудинг – это сухая смесь. Она продается в пакетиках там, где все для выпечки. Беру обычно ванильный. Вместо него можно добавить 1,5 столовых ложки любого крахмала, хотя с пудингом все же лучше. Заканчиваем пирог. Сверху начинку покрываю кусочками теста. Можно, конечно, и на терке, но мне больше нравится вот так. Интереснее выглядит. Осталось запечь. Включаю духовку. Выбираю режим конвекция и выставляю температуру 180 градусов. Время 50 минут. Пирог ставлю в разогретую духовку. На готовность проверяю деревянной палочкой. Мне обычно хватает 50 минут, но все от духовки зависит, конечно. Может понадобиться чуть больше времени. Если без конвекции, то не менее часа нужно выпекать. Ну все, пора доставать. Пирог нужно полностью остудить и только потом достать из формы. Нарезаю и подаю. Вот такая красота получается. Песочный шоколадный корж и нежнейшая творожная начинка. Ну как это можно есть? Столько масла. А сколько сахара? Да, такие комментарии будут. Куда же без них? Но я сразу сказала, что это не для тех, кто на диете. Хотя, если на всех поделить, то это не так уж и страшно. Вес готового пирога почти 2 килограмма. Этого хватит на 10-12 человек. Нет, нам не нужны эти 10 человек. Мы с вами справимся. Я и не сомневаюсь. Попробуйте приготовить такой пирог. И не только пирог. Как всегда, все рецепты под видео в описании. Мне многие пишут, где же мясо, где закуски. Вы же опрос провели. Хочу сказать спасибо всем, кто нашел минутку и ответил на мои вопросы. Обязательно будет и мясо, и закуски будут. А сегодня, кстати, были рецепты из творога тоже по вашим просьбам. Спасибо всем за то, что смотрите, оставляете комментарии, присылаете свои рецепты и, конечно, за то, что доверяете и готовите вместе со мной. Отдельное спасибо за поздравления. К сожалению, всем ответить просто физически не успеваю, но каждый ваш комментарий вижу. Нас уже больше 1 миллиона, и это классно. Подписывайтесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.